Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Сегодня я для вас приготовил подборку увлекательных фильмов, которые вы можете посмотреть в отличном качестве прямо сегодня. Они есть в свободном доступе на YouTube. Ссылки на фильмы вы найдете в описании ролика. От вас взамен требуется немногое, всего лишь подписаться на наш канал. Это позволит вам и дальше получать информацию об интересных проектах. А если ты имеешь желание поддержать нас донатами, то для такого случая мы тоже оставили ссылку в описании ролика и на главной странице нашего канала. Да, и не забудь оставить в комментариях рекомендацию своего любимого фильма, и мы обязательно включим его в наш обзор с упоминанием твоего ника. Ну а мы поехали! Главный герой – незадачливый менеджер фармацевтической компании Гарольд. Он не подозревает, что его босс Ричард, которого наш герой считает своим другом, держит его в качестве шута. Совместная командировка в Мексику все ставит на свои места, и на Гарольда снисходит прозрение. Он узнает, что Ричард планирует продать компанию и всех уволить, в том числе и его. Обиженный офисный клерк решает инсценировать свое собственное похищение, чтобы заработать на этом $5 миллионов. Опасный бизнес – дебютный комедийный боевик режиссера Нэша Эдгертона. В фильме отличная актерская команда, прошедший через восстание планеты обезьян Дэвид О'Лоу, воплотившая безрукую воительницу в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» оскароносная Шерлиз Терон, выживший в «Звездных войнах» Джоэл Эдгертон, Аманда Сейфрид, которую мы видели в мюзикле «Мамма Мия», и Тандива Ньютон, в списке которой фильм «Миссия невыполнима 2» и сериал «Мир Дикого Запада». В 2018 году фильм был выпущен компаниями Amazon Studios и STX Films. Этот фильм о настоящей легенде американской мафии. С Мейером Лански считались не только все преступные синдикаты, но и даже сам Аль Капоне. Его путь к вершинам криминального мира был долгим и сложным. Он звонит Дэйву, известному в прошлом писателю, и предлагает ему написать о нем книгу. Стареющему гангстеру есть что поведать миру. Почему глава корпорации убийств идет на такой шаг? Ведь он до сих пор является объектом слежения агентов ФБР. Мейер Лански – биографический фильм о знаменитом гангстере. Сценаристом и режиссером проекта выступил Эйтан Рокуэй. Это второй фильм в его карьере. В актерской команде стоит выделить ведущий дуэт. Это Харви Кейтель, снявшийся в 6 фильмах Мартина Скорсезе, и Сэм Уортингтон, известный всем по ролям в фильмах «Аватар», «Терминатор», «Да придет спаситель» и «По соображениям совести». Фильм вышел на экраны в 2021 году. Диана теряет мобильный телефон. Это приводит к череде незапланированных событий. А все начинается со знакомства с галантным Александром, который и нашел злополучный гаджет. Он умен, энергичен, харизматичен, с отличным чувством юмора и крайне обаятельный. Прямо герой из женских грез. Но, как говорится, есть одно но. Ростом этот герой не удался, а таких говорят метр в прыжке. Это становится причиной различных недоразумений и не очень удобных моментов между Дианой и Александром. «Любовь не по размеру» – французская романтическая комедия режиссера Лорана Террара, который специализируется в комедийном жанре. В главных ролях прекрасный дуэт Жан Дюжарден, отмеченный премией «Оскар» и «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля как лучший актер за роль в фильме «Артист», и Вирджини Эфира, хорошо известная зрителю по французским фильмам. За свою роль в этом фильме она номинировалась на премию Globes de Crystal Awards как лучшая актриса, так что рекомендовано к просмотру. Главный герой – профессиональный вор Томми. В 1984 году он сбежал из мичиганской тюрьмы. По поддельным документам обаятельный преступник пересекает границу с Канадой. Там он пытается начать жизнь с нуля под новым именем Роберт Уайтман. И даже заводит семью. Но обстоятельства часто диктуют свои правила. В поисках дохода для семейного содержания он неожиданно для себя грабит банк. Успешное дело дает ему надежду на легкий заработок. С этого дня он свою жизнь планирует иначе, и планы эти становятся грандиозными. «Бандит» – криминальная драмедия режиссера Алана Унгара. В фильме снялись Джош Дюамаль, известный своими ролями в фильмах «Однажды в Риме», «Тихая гавань» и «Трансформеры», оскароносный Мел Гибсон, не нуждающийся в представлении, Элиша Кадбет, которую мы помним по фильмам «Похищение», «Соседка» и «Дом восковых фигур», и Нестор Карбонелл, снявшийся в фильмах «Козырные тузы», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Маргарита Датская впечатала свое имя в историю, став одной из самых влиятельных правительниц. События этого фильма разворачиваются в Норвегии. Маргарита получила титул «Королева Севера» после того, как ей удалось объединить в союз враждующее королевство Дании, Норвегии и Швеции. Новой целью становится корона Англии. Для ее достижения Маргарита решает женить племянника на принцессе. Но ее планы нарушает появившийся загадочный молодой человек. Незнакомец утверждает, что он ее сын Олаф, до этого считавшийся погибшим. А значит, королем должен стать именно он, а не племянник королевы. Маргарита – королева Севера.
исторический фильм датских кинематографистов. Он основан на реальных событиях, произошедших 7 веков назад. В фильме играет много хороших скандинавских актеров, чьи имена нам неизвестны. И тем не менее, фильм стоит посмотреть, особенно тем, кто любит исторические проекты. Фильм вышел в 2021 году и вполне заслуженно был отмечен зрительской симпатией. Порой наши планы на жизнь не совпадают с планами этой самой жизни на нас. Это и произошло с героями этой истории. Закоренелый эгоист Орен привык жить только для себя. В силу своего несносного характера у сварливого старика нет друзей, а соседи его попросту ненавидят. К тому же единственный сын отказался от своего отца. Однако Орена вовсе не тревожат такие пустяки. Но в какой-то момент на пороге его холостяцкого бунгало появляется та, которая кардинально повлияет на его взгляды на жизнь. А вот и она, романтическая комедия режиссера Роба Райнера. В его списке известные фильмы «Несколько хороших парней», «Наша история» и «Пока не сыграл в ящик». Актерскую команду возглавил потрясающий дуэт. Дважды оскароносный Майкл Дуглас и оскароносная Дайан Киттон, начавшая свою карьеру с роли в мировой классике «Крестный отец», где она сыграла жену Майкла Корлеоне. Она является также любимой актрисой Вуди Аллена. И это неудивительно, ведь его фильмы с ее участием собрали в мировом прокате более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Виктор – профессиональный киллер. Очередной заказ предусматривает устранение аферистки Роуз. Она умудрилась перейти дорогу не тем людям. И как только киллер начинает следить за своей жертвой, неожиданно для себя очаровывается ею. И вместо того, чтобы убить Роуз, Виктор начинает ее оберегать от чужих посягательств. Но не спешите, до хэппи-энда далеко. За Виктором и Роуз начинает охоту Гектор, еще один киллер, нанятый обманутым клиентом. «Дикая штучка» – криминальная комедия режиссера Джонатана Линна. Комедии «Сержант Билка» со Стивом Мартином и «9 ярдов» с Брюсом Уиллисом – тоже дело его рук. В основу сюжета лег французский фильм 1993 года «Нежная мишень». Главные роли в фильме исполнили Билл Найи, хорошо известный по роли Дэвид Джонса, пирата с головой спрута в фильме «Пираты Карибского моря», Эмили Блант, которую мы совсем недавно видели в фильме «Оппенгеймер», и Руперт Гринт, воплотивший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Фильм вышел в прокат в 2010 году и имеет рейтинг на IMDb 6,7. Ну и в заключение фильм об истории жизни всемирно известной певицы Эдит Пиаф. И даже если молодому поколению это имя ничего не говорит, они хорошо знают песни французской примадонны. Но вряд ли кто-то догадывается о трагической судьбе этой легендарной женщины. Она родилась в семье неудавшейся актрисы и акробата. Эдит росла в ужаснейших условиях. Но благодаря упорству и таланту она все же сумела воплотить свою мечту и покорить большую сцену. «Жизнь в розовом цвете» – французский биографический фильм режиссера Оливье Даана. Исполнительница главной роли Марион Котийяр за свою невероятную игру была удостоена премий «Оскар», «Бета», «Сезар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса. Что касаемо «Оскара», то это второй случай в истории киноакадемии, когда обладательницей статуэтки стала актриса иностранного фильма. Сам фильм «Жизнь в розовом цвете» также собрал урожай престижных наград и даже стал обладателем «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Так что очень рекомендую его к просмотру. Ну что, у меня на сегодня все. Надеемся, что информация была для вас полезной. И если ты смотрел какой-то фильм из перечисленных, напиши свою оценку в комментарии. Это поможет определиться другим. Всем пока-пока, услышимся!